Так, друзья, всем добрый день. Делаю обзор Freightliner. Freightliner Columbia 2003 год. Мотор Detroit 14, 500 лошадиных сил. Вот такое у нас новое приобретение. Предложили нам Freightliner вот такой. И мы его купили. Почему купили? Потому что не было черненького такого Freightliner у нас в наличии. Итак, машина, в принципе, нам более-менее понравилась. Забрали этого Фреда. Вот так. Сейчас расскажу, такой кратенький обзор сделаю. Кого заинтересует машина, это она у нас в продаже. Сейчас расскажу минуса, плюсы этой машины, что у нее есть в данный момент до нашего ремонта и что будем на этой машине делать. Идем поэтапно. Так, по внешнему виду, я думаю, четверочка есть. Вот эти жабра, вон, если видите, алюминиевая облезла, это покрасить можно. Внешний вид, ну, нормальный на самом деле. Если полировать, вообще будет огонь. То есть делать ничего не надо. Спереди резина Michelin. Протектор хороший. По тормозам, в смысле, вообще-то по тормозам, по ходовой едет классно. Такое окошечко, кстати, видите, у него есть. По этой части вообще вопросов по машине нету. Так, по тормозам здесь, в принципе, я вам скажу, что даже и колодки нормальные на самом-то деле. Но в любом случае это все надо проверять. Это мы все проверим. Видно, что-то редуктор уделали. Это все будем проверять. Вот с правой стороны, видите, резина какая стоит, а с левой стороны лысая. А диски, кстати, красивые. Мне нравятся вот эти вот. Видите, какой рисунок. Вот такой Фред, друзья мои. Минус этой машины, такой прям явный, это двигатель. То есть состояние самого мотора непосредственно. Мотор просто, я прям спинным мозгом чую, что он жрет масло, блин, ведрами. У него ЕГР не отключены. Как-то, знаете, машина не настроена на самом деле. Именно вот по двигателю, то есть ускорение, ну, газ даешь. Если человек, к примеру, сон смотрит 7 секунд, то я думаю, можно один сон посмотреть. Тогда только начнет оно более-менее ускоряться. То есть вот так вот. Можно поспать и проснуться, сон посмотреть, и только тогда начнет оно ускоряться. Вообще не едет, что могу сказать. Вот так вот, вот такой двигатель. Сейчас я открою капот, покажу. Под капотом покажу салон. Ну, как бы мотор это моя стихия, что могу сказать. Мотор это моя тема, то есть я люблю эти Детройты. Я люблю их делать, как бы мне нравится. Он именно 3-го года. Вот, в принципе, если сравнить, я вот только недавно ездил на синем Фреде 500 кобыльном, безъегерном 2-го года. Ну, просто небо и земля, я могу, даже не знаю, просто небо и земля. Также вот такой был, вот такая Columbia была у меня, с таким же мотором 14-м, каштановый, который Freightliner, что уехал. Тоже 500 лошадей, 14 Детройт. Тут вообще сумасшедший, я не знаю. Вот просто, я не знаю. Видно, люди не могли настроить этот мотор. Но мне кажется, это из-за ЕГРа. Тупить так очень. Сейчас открою под капотом. Он такой, знаете, заводской, более-менее. Двигатель, то есть там никто не лазил. Я так понял. Еще, наверное, с рождения. Там никого не было. Так-то, в принципе, мотор не был в масле. То есть даже сейчас помыли его, но он не был в масле. У него не было такого, знаете, там, что сопливый где-то течет, не было такого. Просто внутри по поршневой ее нету, я так понимаю, здесь. Вот такое вот состояние. В принципе, капот хорошенький. Такая аккуратная машина на самом деле. Мне нравится. Я теперь вот как бы вот так вот. Теперь будем сильно на внешний вид обращать внимание, то есть что за машина, чтобы по внешнему она была тоже приятная. Вот вторая резина. По мотору я говорю, то есть здесь сейчас заведу, я покажу, что он работает. Кстати, нравится на моторе мне давление. Вот резинки, видите, под форсунками. Да, резинки на форсунках все надо менять. Но это в любом случае при разборке, сборке это расходник. Минус этой машины основной это двигатель. Тут больше таких минусов нету. Лобовые поменять можно. Ну так, по мелочи, честно. Но скажу, что даже спереди колодки у него подключены. Видите, все стоит. Так, салон вообще там у него, сейчас посмотрите, какой интересный. Сейчас, покажу сейчас с той стороны. Так. С этой стороны зайду лучше. Вот такой салону ничего не делали. Машина, в общем, только к нам приехала. Вот состояние его.
Смотрите, сейчас вспышку включу. Вот такой вот салон. Смотрите, здесь сделан как будто бы под хром, я не знаю. Но скелет бы сюда нового поставить надо, я думаю. Видите, даже у него стоит это, ну что фонарь, знаете, свет освещения стоит, регулирует. Такая интересная комплектация, поэтому, честно говоря, меня заинтересовал. Вот это, видите, вроде как колхоз дворники сделали. Но мне, честно сказать, этот колхоз очень нравится. Я не люблю вот эти вот кнопки. Под рулем, дворники должны быть под рулем. Я так считаю. Кто против, говорите, что должна кнопка быть там. Но под рулем удобно, когда дворники включаются. Очень. Так, кожаные его занавески. Так, свет включим здесь. Нет, по салону такой неплохой. По салону неплохой. Автономка стоит. Вот такой вот фред. Смотрите, кого заинтересовал. Ручка, видите, выломана. Но мы ее сделаем. То есть я эти ручки делаю. Сейчас заведу, покажу, как он тренчит на самом деле. Мне не нравится, как он работает вообще. Коробка мягко работает. Надо его Но именно проблема его это двигатель. Таких особых проблем тут не тормозит, он все едет тихо, нормально. Заводится, все. Давление, вот что на давление у него вообще классное. Смотрите. Так, стеклоподъемнички все работает. В этом плане классно, конечно. Такая, знаете, не убитая машина. С тех, что мы делаем, как бы нормальное состояние. Ну и закуп, конечно, тоже дорогой. Огромная турбина стоит. Кстати, цвет у него черный металлик. Вот я не знаю, его, наверное, не видно. Там вот так вот включим, видите? Черный металлик у него цвет. Я прям чувствую запах горелого масла, знаете? Антифриз не выбивает, датчик на месте как-то. Ну все, вот такой вот фредлайнер, смотрите. Кого заинтересовал, заказывайте. Откапиталим мотор, проверим ходовку. Может, полирнем его. Туманки красивые поставим. Кого заинтересовал этот черный Фред Обама, мы черных Фредов Обама называем. Пожалуйста, заказывайте. А так симпатичный, вполне даже, я скажу. Рама у него состояние офигенное. Просто единственное, мотор вообще не тянет, я не знаю. Для 500 сил там и 150 сил нету двигателя. Но это из-за ЕГР, друзья. ЕГР тут рабочий. Его надо резать, его надо мотор все настраивать. Тогда он только поедет. А так без настройки, это я не знаю, как они грузы возили. С такой ездой, я не знаю, я на голове еду, он не ускоряется. Что там говорить уже с грузом там. Кстати, подушки более-менее ровно стоят. Состояние колодок, в принципе, здесь я скажу, что неплохое даже. Нормальные колодки, задние вообще хорошие. Трещотки самоподводящие стоят. Ну такая машина, в общем, неплохая, вся как бы более-менее такая ближе к заводу. Сейчас таких тоже машин мало. Ну настроим зверя, из него можно, в принципе, сделать будет зверь. Именно мотор там непосредственно. Ну, пробежаться, конечно, шкварня, ходовую, там все это проверить. И будет работать. Ну все, друзья, вот такой вот черный фредлайнер. Много чего пока по нему не могу рассказать, потому что ну, не разбирал эту машину, то есть.
Не подключался, даже к диагностике не подключался. Мне подключаться пока даже нечего, потому что ЕГЭ работает. Рабочий, поэтому я как прошью его, мотор откапиталю, тогда уже можно о чем-то подключаться, смотреть, настраивать. До ремонта не хочу ничего делать. Ну все, друзья, вот такой вот фред у нас в наличии. Продается. Кого заинтересовал, пишите, звоните. Все, всем пока. Так, парни, еду на этом Обаме, смотрите. Хотел показать его ускорение, которого нету. Смотрите, вот сейчас газ бросаю, еду на 9-й, 80, газ в пол, так, смотрите, вот сейчас в пол нажал, все. Изменения есть. Вот так вам вообще практически нет. На 9-й газ в пол. Вот сейчас на 9-й, друзья, смотрите. 10-й включу, вообще умрет. Вот я держу газ в пол сейчас на голове, представьте. Турбина вообще не включилась. Раз 10-я. Я больше сейчас газ в пол опять держу, смотрите. Вообще не набирает. Но это клапана ЕГР, друзья, не открывает. Турбину вообще не включают. Надо нормально настраивать. Даже падает, смотрите, на 10-й. Газ в пол держу. Надо настраивать эту машину, друзья мои. Надо все делать, чтобы эта машина нормально ехала. Только надо перешить его, перепрошивать, подключать ЕГР по-человечески. Менять все в двигателе, там, так как ЕГР, наверное, все убил поршневую. В общем, делать, как всегда делаем, моторы. Только тогда он будет нормально работать. Это не езда. Я даже, честно, не знаю, как на нем ездили. Ну, а так, вот он, в принципе, симпатичный. И салон неплохой. Вот эти штучки прикольные стоят, такие, видите? Так что вот так вот. О, уже 95 на 10 газ в пол разогнал. Видите, за какое время? Ну все. Едем дальше. Дадим этой машине вторую жизнь. Нормальную. Настроим его. Кстати, скажу, что многие не могут настроить машину, понимаете? Вот покупают Фредлайнер, не могут все нормально настроить. Не только мотор, вообще всю машину. Ну все, друзья, едем дальше. Итак, друзья, вот он Фредлайнер. Уже все переоформил на себя, все нормально. Я хотел вам показать сапун, когда мотор жрет масло. Чтобы вы поняли разницу. Когда он жрет, когда не жрет. Посмотрите. Сейчас я приближу его. Вот, туман стоит прям вообще. Просто когда люди мне говорят: Сергей, вот взял машину, она меня подсапунивает. Подсапунивать по-разному может, понимаете? Тут прям, понимаете, давление прямо у него в картере есть, понимаете? То есть вот так. Картерные газы присутствуют. Ну все, вот такая покупка. Вот такой Фредлайнер интересный. Обама, назовем его. Видите, смотрите, даже вот здесь парит, смотрите, вот. Аж сюда пара отдает. На видео плохо видно. Ну все. Машина ждет своей перезагрузки. Парни, я хотел еще заострить внимание. Смотрите, как люди машины продают, чтобы вы поняли. Вот сейчас, смотрите, замок зажигания открываю. А вот здесь должен загораться чек. А его здесь нету. Получается, что он сделал? Лампочки просто потушил. Сломал, наверное, лампочки, и поэтому он не горит. Потому что я смотрю, он должен ошибки выбивать. А он их не выбивает, потому что лампочки, не видно их. Вот так он продал мне эту машину. Но ничего страшного, как бы я доволен покупкой. Это как раз мотор, это моя тема. Тут, в принципе, мотор, кроме мотора, таких особых минусов я не нашел. Он, в принципе, нормальный фред. И едет классно. Просто мотор мертвый. И все. Но мы все это настроим. Все, друзья, идем дальше.